Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые зрители моего канала! Сегодня мы услышали премьеру песни «Омыр Отер». Перевод слов с казахского языка таков. Сладкая волна детства, счастьем полная пора, не вернется снова, что поделаешь? Не подчинится судьба, не подчинится. Эти дни останутся далеко, соревновавшиеся мечты, все пройдет. Придет время, задумаешься, пройдет жизнь, пройдет, как река протечет. Пусть не погаснет твоя звезда в этом прозрачном мире. Рука, не дотягивающаяся до заветной мечты, пройдет жизнь, пройдет, все зря. Рука, не дотягивающаяся до заветной мечты, когда все забывается, от тебя убегает удача, когда печаль, остаешься один. Найдется ли душа, которая тебя поймет? Димаш, мы, Дирс, не можем слушать эту песню без слез. Не говори так о том, найдется ли душа, которая поймет тебя. Душа, которая поймет тебя, это мы, твои друзья. Народная мудрость гласит: если у человека есть настоящий друг, то он становится сильным. Дорогой Димаш, поздравляем с новой песней «Омыр Отер». Прекрасная, всем нам понравилась, задумались. Желаем тебе крепкого здоровья, большого пути. Пусть осуществляются все заветные мечты. Қымбатты Димаш, жаңа әннің «Омыр Отер» құтты болсын. Керемет, бәрімізге ұнады, көп ой салды. Саған зор денсаулық, үлкен өмір тілейміз. Асыл армандар орындалсын. Dear Dimash, congratulations on the new song «Омыр Отер». We are all excited to hear your new song. We wish you continued success. All the very best for you and your family, including good health and many more roads to future success in your music endeavors. May you continue to live your dreams. Дорогие друзья, сегодняшнее название видеоматериала – эхо отказа Димаша от конкурсов «Омыр Отер». Наша реакция. Не знаю, как отреагирует Димаш. Возможно, он скажет: откуда вы взяли, что я отказался от конкурсов? Вы неправильно все поняли. Но так или иначе, я хотела бы выразить свою точку зрения на один факт, который состоялся 2 года тому назад на одной из пресс-конференций в Москве. Димаш произнес такую фразу: «Я хочу посвятить себя творчеству, а не соревноваться с другими артистами». Эта фраза прозвучала в связи с вопросом о том, почему он не хочет ехать на международный музыкальный конкурс Евровидения от России. А теперь все подробнее. Димаш утвердительно ответил журналистам, что он не гражданин России и ехать на конкурс он не может. И еще он добавил: «Я к тому, что я каждый год до этого момента участвовал в конкурсах, и я честно считаю, что у меня собралась аудитория. Я считаю, что с ней надо работать, давать ей подпитку. Если я каждый год буду готовиться к конкурсам, у меня не останется времени на творчество. И от конкурсов я чуть-чуть подустал. Последний конкурс у меня был в Америке на канале CBS The World Best, где я выступил. Перед самим конкурсом я объявил, что это последний конкурс». Этот материал я, как автор этих строк, нашла в интернете на канале с названием «Вокруг ТВ». Материал был датирован 18 февраля 2020 годом. Хочу особо подчеркнуть, что благодаря участию в этих 2 больших международных конкурсах The Singer в Китае и CBS The World's Best в Америке, Димаш Кудайберген заручился поддержкой огромной миллионной армии поклонников по всему миру. Прошло 2 года с того времени, когда Димаш участвовал в американском шоу The World Best. Димаш в самом деле как будто держит свое слово.
что он не будет участвовать ни в одном из международных конкурсов. Он только выступает с концертами, в том числе и в Нью-Йорке, с шоу Arnaud Tour Envoy. Невозможно было найти ни в одном источнике об организаторах этого концерта, узнать о том, кто пригласил Димаша в Нью-Йорк, была ли официально приглашающая сторона. Хотелось бы понять, что из себя представлял на тот момент Arnaud Tour Envoy. Складывается такое впечатление, что это просто был концерт, организованный в частном порядке, какой-то заинтересованной стороной, арендующей помещение для концерта. Я вспомнила это для того, чтобы сказать, в итоге получилось, что об этом концерте знали только те, кто был там. А вся большая многомиллионная аудитория зрителей Америки осталась в стороне и была абсолютно не в курсе о концерте, который представил Димаш. Давайте вернемся к певческим международным конкурсам. Вспоминается участие в таких конкурсах народного артиста Советского Союза Алибека Днишева. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en sus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré lejos, muy lejos de ti. Свою первую премию Алибек Днишев впервые получил за исполнение романса «Я помню чудное мгновенье». Сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь, и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и И здесь большое значение имели не только профессиональная подготовка певца, но и роль руководителя-наставника. После конкурса Глинки был конкурс Шумана в Германии. Сама Надия Шарипова вспоминала, что перед поездкой Алибека Днишева на конкурс дала ему 3 письма. Эти письма Алибек Днишев должен был открывать тур за туром за 2 часа перед выступлениями. Это были рискованные письма, как говорит его педагог. Первый тур самый волнительный. В первом я написала, на что обратить внимание. Во втором письме я радостно поздравила. Вот видишь, ты прошел на 2-й тур. В третьем, что люблю его как певца, и что верю в него, и что будет все хорошо. Алибек Днишев с таким трепетом скрывал эти письма. Вы даже не можете представить, как я эти письма читал. Все эти письма были для меня такими важными. И он получил 2-ю премию. И в очередной раз Алибек Днишев доказал, что он может петь разные песни, не только казахскую, русскую классику, но и шедевры западной музыки. Как увижу, как услышу, все во мне заговорит. Вся душа моя пылает, вся душа моя горит. Все это еще раз доказывает тезис о том, что нужно обязательно участвовать в конкурсах, где бескомпромиссное жюри, как вы знаете, дорогие друзья, определяет самого лучшего. Вернемся к конкурсам в Америке. Все конкурсы в Америке позволяют в одночасье стать известным, потому что в конкурсах большое значение имеет именно голос народа. Так и с Данелией Тулешевой. 13-летняя Данелия в 2020 году покорила сердца американцев на конкурсе America's Got Talent. После выступления девушки аплодировали стоя зрители в зале и судьи.
Зрители возмутились, почему не слышно и не видно Данелию, ведь она прекрасно выступила на конкурсе. И теперь очень скоро состоится концерт Данелии в Лас-Вегасе, организаторами которого будет компания Universal Talent Music. И этот концерт обязательно пройдет, потому что американский зритель ждет этого концерта. Сама Данелия пишет об участии в этом конкурсе. Участие в этом конкурсе – это не просто какой-то очередной рубеж моей жизни. На этом шоу я еще раз убедилась, что очень многого можно достичь, если бесконечно трудиться. Сейчас у меня за спиной полгода ежедневных репетиций. Не знаю, повторится ли это еще раз, но это великолепный опыт. Димаш неоднократно говорил, что хочет большого успеха добиться в Америке, взять долгожданную статуэтку Грэмми в свои руки, а значит и получить признание людей во всем мире. Я хочу вам сказать, что Грэмми – это тоже конкурс, но номинируются на конкурс только те, кто выступает непременно в Америке. Например, корейская группа BTS, которая уже не единожды была номинантом Грэмми, но пока, к большому сожалению фанатов этой группы, BTS не стала еще обладательницей этой престижнейшей награды Грэмми. Надо подчеркнуть, что группа BTS выступает именно в Америке, и в Америке она получила мировую популярность. Сейчас группа BTS вышла на перерыв до весны, потому что на протяжении большей части времени своего существования осваивала американский шоу-бизнес, выступая на концертах и совершенствуя свое мастерство. И признание пришло этой группе не сразу, а после 5-го года их выступления. Это было в Америке после выпуска студийного альбома Wings. Годом раньше они стали одной из ведущих корейских групп на мировой музыкальной арене. Они одержали победу в номинации Billboard Music Award. Я не призываю идти по пути BTS, я только показываю, как становятся номинантами на Грэмми. Я думаю, Димашу еще рано отказываться от конкурсов. Возможно, Димаш это сказал сгоряча, уходя от навязчивых вопросов журналистов о его участии в Евровидении. Но одно мы знаем точно, что там или здесь, мне показалось, внедряется мысль, что Димаш отказался от конкурсов вообще, и от конкурсов в частности в Америке. На эту мысль меня навело видео с названием «США, против Димаша Кудайбергена». Видео принадлежит казахстанскому видеопорталу Kastube.kz. Это крупнейший казахстанский видеохостинг для тебя, твоих друзей и близких, как они сами пишут на своем портале. Вы можете не смотреть это видео, потому что в нем нет соответствия названия видео и содержания. Лоббировать идеи, что Америка против Димаша, бесполезно. Американское общество никогда никого не притесняло. Основой американских законов является демократия, и каждый вправе сам решать, хочет он выступать или нет. Не надо никаких манипуляций, они бесполезны перед талантом, перед творческим человеком, грандиозный успех которого будет обеспечен. Дорогие друзья, данный видеоматериал подготовлен с большой любовью к нашему кумиру Димашу и желанием ему помочь, чтобы он имел возможность развиваться там, где он хочет, вне зависимости от страны или континента. Хотелось бы выступить с такими пожеланиями. Пусть эхо отказа от конкурсов отзовется в будущем необходимостью обязательного участия в престижных международных конкурсах. Ведь конкурс – это большая работа, это конкурентная среда, которая и обеспечит и победу, и успех, и признание. Для подтверждения своей популярности звезда должна периодически участвовать в престижных международных и в первую очередь в американских конкурсах. Ведь американские фанаты и поклонники творчества Димаша ждут и не дождутся, когда он будет принимать участие в американских конкурсах или просто давать несколько концертов посредством Zoom, как в Токио. И блестяще побеждать с новыми песнями. Пора уже Димашу завоевать очень значимую в музыкальном мире, далекую и загадочную, пока для нас статуэтку Грэмми, а вместе с ней и признание всех американских зрителей и зрителей всего мира. Когда композитора или поэта просят назвать его самое лучшее произведение, задумавшись, они отвечают, что самые лучшие его песни еще впереди.
так и мы, уважаемый Дирс и зрители боготворя нашего кумира Димаша, будем всегда верить и надеяться, что самая лучшая его песня еще впереди. С любовью к вам, ваш канал «Мы в Сан-Франциско». Ну, Димаш Кудайберген невероятен. Ну, там же у него кантиленность присутствует. Эти низы переходят в эти верхи. Он абсолютно свободен. И это то самое главное, что у него есть вот эта полная свобода владения голосом, феноменальная. Даже не то, что у него вот эти 5 октав, а то, что он по этим 5 октавам ходит туда-сюда, ну просто, ну как дельтаплан летит.